Главные новости сегодняшнего дня. Несколько минут назад поступило очень приятное сообщение о состоянии здоровья Александры Николаевны Пахмутовой. Сегодня утром Александра Пахмутова вышла из комы, и ее состояние здоровья стабилизировалось. По словам лечащих врачей, о полном выздоровлении говорить еще рано. Впереди предстоит долгая реабилитация. Однако, как заявляют медики, главная опасность уже позади. Сегодня утром провели срочную медицинскую операцию известному российскому актеру Александру Ильину, хорошо известному широкому зрителю по сериалу «Интерны». Операцию проводили врачи института Склифосовского. Накануне 40-летний Александр Ильин пожаловался на резкие боли в животе. После того, как аппендицит был подтвержден, была проведена срочная операция. На данный момент Александр Ильин восстанавливается в палате. Сегодня у известного эстрадного исполнителя Юрия Лозы большой праздник. Спустя несколько десятилетий музыкальной творческой карьеры Юрию Эдуардовичу наконец-то было присвоено звание заслуженного артиста России. На протяжении нескольких лет Юрий Лоза по непонятной причине не мог получить данное звание. Однако после вмешательства антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, Министерства культуры и поклонников артиста Юрий Эдуардович наконец-то получил заслуженную награду. Завтра сотрудники антикоррупционного комитета отправляются в опасную командировку. Члены организации известные артисты Владимир Винокур, певец-шаман Алексей Глызин и Александр Буйнов направятся в зону спецоперации, где на протяжении целой недели будут проводить праздничные музыкальные концерты для поддержания духа российских ребят. Помимо этого, члены комитета везут с собой ценные подарки и денежные премии, которые будут вручены особо отличившимся участникам спецоперации. Ну а накануне команда Никиты Михалкова оказала еще одну финансовую помощь. Уже в 4-й раз в этом году было увеличено денежное пособие для семей участников спецоперации. Сегодня утром в городе Астрахани в одной из центральных гостиниц под названием «Сказка» был задержан, а затем арестован известный певец Филипп Киркоров. Причина ареста – нарушение правил поведения в гостиничном номере. Стало известно, что Филипп Бедросович, приехав на гастроли в Астрахань, привез с собой и 5 своих домашних питомцев, 2 кошек и 3 собак крупной породы. Более того, артист потребовал, чтобы питомцы поселились в его гостиничном номере. Персонал гостиницы не смог отказать дорогому гостю и сделал исключение для Филиппа Киркорова. Однако все это привело к печальным последствиям. Минувшей ночью домашние питомцы Филиппа Киркорова устроили в гостинице целый переполох. Они не давали спать соседям артиста, а одна из собак Филиппа Киркорова укусила сотрудника персонала гостиницы. По данным следствия, вероятнее всего, арест Филиппа Киркорова закончится крупным денежным штрафом. Также наказание понесут и сотрудники гостиницы, которые допустили проживание Филиппа Киркорова вместе с домашними животными. К слову сказать, что 2 днями ранее было заведено еще одно административное дело против Филиппа Киркорова в связи с неадекватным поведением артиста во время интервью корреспонденту Центральной газеты. На Кипре продолжаются поиски младшей дочери певицы Аллы Пугачевой, которая таинственно пропала 2 дня назад. Елизавета не появилась дома после окончания занятий в спортивной секции. К поиску дочери Аллы Пугачевой подключились местная полиция и волонтеры. Несколько часов назад появились сообщения, что Елизавету могли видеть в автомобиле с незнакомым мужчиной. Однако пока данная информация официально не подтверждена.
Благодаря поддержке антикоррупционного комитета известной российской и советской актрисе, народной артистки России Людмиле Гурченко был установлен новый памятник на родине актрисы в городе Харькове и в городе Москве. Отметим, что Людмила Марковна Гурченко ушла из жизни в возрасте 75 лет в 2011 году. У Людмилы Гурченко оторвался тромб. Певицу Валерию и музыкального продюсера Иосифа Пригожина оштрафовали на 700 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения и неправильную парковку автомобиля. Сегодня около 16:00 по местному времени на улицу Бутырский вал приехала певица Валерия вместе со своим супругом. Не найдя подходящего места для парковки, они оставили машину во втором ряду. Автомобиль певицы Валерии вызвал серьезный затор, и движение троллейбусов было приостановлено. За 40 минут, в течение которого певица Валерия и ее супруг отсутствовали, образовалась колоссальная очередь из троллейбусов, которая растянулась по всей улице. Ситуацию удалось разрешить лишь по прибытии сотрудников ГИБДД. Певица Валерия и Иосиф Пригожин полностью признали свою вину и выплатят крупный денежный штраф. Большая неприятность произошла в жизни известного российского певца, выпускника телепроекта «Фабрика звезд» Ираклия Пирц-Халавы. Конкуренты по бизнесу устроили пожар в ресторане известного артиста. Ираклий Пирц-Халава только совсем недавно начал вести ресторанный бизнес, однако эта попытка закончилась неудачей. По словам экспертов, ресторан артиста восстановлению не подлежит. Сегодня большой траур в рядах сотрудников антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Утром на Веденеевском кладбище столицы проводили в последний путь сотрудника комитета, заслуженного артиста России, известного советского и российского певца, бывшего солиста ВИА поющей гитары Альберта Асадуллина. Альберт Асадуллин работал в антикоррупционном комитете 3 месяца. На днях известному артисту могло бы исполниться 75 лет. По данным прессы, причина смерти известного артиста не связана с его профессиональной деятельностью в комитете. В квартире артиста произошел несчастный случай. По предварительным данным, печальное событие связано с поражением электрическим током. Альберт Асадуллин – обладатель премии «Золотой Орфей». В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Ну и, конечно же, последние новости о громком уголовном деле Александры Пахмутовой и Прохора Шаляпина, который несколько недель назад стал соучастником преступления нападения на известного композитора. Стало известно, что Прохор Шаляпин до решения суда по личной просьбе Александры Николаевны Пахмутовой, которая является очень добрым и благородным человеком и хорошо относилась к молодому артисту, будет находиться под домашним арестом. Начальник комитета Никита Сергеевич Михалков, который лишил жизни второго преступника, мигранта по имени Абдулла, вероятнее всего получит только условный срок. Об этом заявил начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Однако дело до сих пор не закончено. В преступлении до сих пор много темных пятен. Например, до сих пор абсолютно непонятно, почему Прохор Шаляпин просто не обратился за помощью к Александре Пахмутовой, а сразу пошел на преступление. Ведь Александра Николаевна является очень порядочным человеком и наверняка бы помогла молодому артисту. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.